Здравствуйте, уважаемые! Сегодня хотел с вами поделиться одним видео очередного Франкен ружья, которое я делаю, Франкен винтовки. Это был Ленфилд, который кто-то уже зарезал до меня задолго. И, как вы, может быть, видели из моих предыдущих видео, я люблю перестваливать их, причем как бы в нижнюю сторону, в сторону понижения давления. В этот раз я решил перестволить на токаревский патрон, потому что очень тема благодатная. Ствол я взял от Ремингтона 700 в 30.06 калибре и хотел посмотреть, как работает твист на легкую пульку. Потому что эта пулька 84 грейна, а 30.06 рассчитан на 150 и выше. В общем, я сделал новый, то есть этот ствол подогнал, нарезал новую камеру, патронник, ставил его сюда в Ленфилд и модифицировал голову у Ленфилда, потому что голова у него была без ободка. Сделал ободок и кастомный экстрактор. Вот. И сейчас я его испытал, и результат, конечно, произошел все мои ожидания по кучности. И вот я тоже ствол оставил длинный вначале, оригинальный, думал, этому патрону не нужен, в принципе, длинный ствол, я так думал, потому что он, скорее всего, весь свой порох расходует на короткой дистанции внутри ствола. Но, как оказалось, даже с таким стволом хлопок получается очень громкий. И это значит, что порох еще даже не весь догорает к концу этого ствола. И я думал укоротить этот ствол до легально возможного 18,5, а теперь не буду, потому что, оказывается, у этого патрона с завода еще пороха-то хватает. В принципе, этот патрон-то можно еще заряжать потом остроконечной пулей и, скажем, промежуточным порохом, как для блокаута. И будет очень интересная штука. Вот сейчас покажу немножко тут. Вот тут голова с ободком и патронник маленький. Сейчас я покажу стрельбу с этой штуки. Потом, естественно, от дерева сверху сделаю накладку, покрашу все. Тут я уже выбил калибр 7,62 токарев. В общем, все мои ожидания эта винтовка превзошла. Я очень рад, как все получилось. Теперь буду работать над магазином. Магазин будет от ТТ сюда. И сам Магвелл надо сделать, приемник магазина. Вот. Но главное, вот интересно, что работает все хорошо. Сейчас стрельба. Зарядка происходит по одному. Пока что приходится без магазина это делать. Надо еще поработать немножко над выбросом. Тут есть вот такой вот подпружиненный коготь, но не совсем он хорошо срабатывает. Вот такая вот кучность с упора стоя 50 метров. Я более чем доволен. Я ожидал и очень боялся, что твист может не подойти и пули будут разбрасываться, но для пистолетного патрона с упора стоя, я думаю, что это просто охрененная кучность. Вот, спасибо за внимание. Будем продолжать работу.